что, друзья рыбаки, все сочувствующие, всем привет. Слушайте, сегодня будет просто мега-пушка эксперимент. Я решил прям сделать что-то интересное в этой глухоземе. Все-таки у нас канал Рыбачим иначе. Мы же не просто ловим рыбу, но и проводим разные эксперименты, пытаемся ловить по-другому. Вот, ну, что касается водоема, сегодня я буду ловить в городской черте, недалеко от дома, на реке Обь. У нас пока водоема, ну, типа Обского моря с большими судаками, там, окунями и всем подобным молчат. Вот, все-таки время непростое. Поэтому я считаю, что городской водоем это будет прекрасный выбор. Тем более здесь рыба есть, она ходит, она отзывается на прикормку прекрасно. А прикорм у нас сегодня будет... Ой, ну вот такая вот зеленая мега жижа, видите, в жидком виде. Вот видите, зеленый цвет. Ой, какой запах, блин. Запах не очень приятный, мягко говоря. Кто этот фильм будет смотреть от начала до конца, обязательно расскажу вам подробный рецепт. Ну и очень надеюсь, что все это дело у нас сегодня сработает. В общем, проверим, поэкспериментируем. Я вот для рыбалки 2 лунки сегодня специально подготовил. Вот они. Все-таки 2 лунки увеличивают шансы наловить рыбы. Вот. Ну и сейчас мы прям по полной кормушке вот этой вот мега вонючей жижи нальем. Кормушку лучше использовать спортивного типа, вот такого плана. Возможно, скоро мы это все дело будем, ну, продавать для вас, потому что найти, конечно, это все непросто. Так. Ох, ребят, ну что получится из этого, я не знаю. Вонь, конечно. Вонь дикая. Но рыбу это должно удивить, особенно крупную. Ну, точнее, это может удивить, почему нет? Все-таки эксперименты на рыбалке, они бывают прям реально иногда шокируют. Ну и коль у нас сегодня 2 удочки, можно, соответственно, разные мормышки поставить, даже нужно, да? Вот здесь у меня будет муравей, кислотный, вот он, с таким оранжевым пузиком, с точками черными. А в качестве насадки на первой удочке, ну, по крайней мере, для начала я начну на 2 мормышей. Вот я заметил, что у нас в городе очень часто на мормыша хороший подлещик, даже иногда лещ попадается. Ну а на второй удочке вот такая вот классическая дробинка, черная, с серебристым пузиком и с красной, красно-белой такой точкой атаки. Интересная, кстати, мормышка, вот эта вот белая часть, она фосфором светится. Вот, и в качестве насадки пучок мотыля. Классическая лещевая тема, скажем так. Ну а теперь ждем поклевку. Интересно, на что клюнет первее у нас? На дробинку или на муравья? Ну и, кстати, здесь тоже можно заметить, видите, у меня кивки разные. Тут у меня длинный кивок, такой лещевый. Вот иногда бывает, да, лучше действительно, особенно если придется на игру ловить, то лучше все-таки с длинным кивком плавную вот эту вот игру задавать на леща, на подлещика, нежели с коротким. Вот, ну а с коротким очень часто, что хорошо, ну такую мелкую-мелкую дрожь делать, да, что тоже бывает по мирной рыбе срабатывает. А может быть вообще не мирная рыба подойдет. У меня сегодня супер уникальный прикорм, друзья мои. Прикорм, на который может даже хищник подойти, это правда. Вот. А еще красота, чтобы было тепло, хотя сегодня солнечный день обещают, мы в палатке в утепленной. Наверняка и так будет тепло, если солнышко вылезет. Но все-таки, чтобы было и романтичнее, да, и красивее, вот так несколько свечек мы поджигаем. И в палатке становится, ну вообще красота, я просто сижу в одной кофте. И уже на самом деле кайфую. Ух ты! Вот. Слушайте, что-то подозрительная тяжесть сразу. Леска у меня не супер толстая, 2,09. Все-таки времечко такое, что рыба капризничает. Но это явно не мелочь. Явно не малек. О, первый на зеленую муть. На мотыля. Ну, такой не крупный, но, знаете, подлещиков всегда приятно по зиме ловить, правда же? Вот, смотрите, я для рыбов сегодняшних такую импровизированную стенку в углу палатки придумал, чтобы они не выпрыгивали просто. Сюда, в принципе, много, килограмм 10 может войти в этот уголок. Ну и чтобы они на свечке тоже не прыгали. А то может произойти неприятная вещь, и вот этот парень может поджечь палатку, блин. Ух ты, блин. На мормыша, смотрите, что делается. Тут, походу, еще что-то больше. Ой-ой-ой-ой-ой. На мормыша, да. Мелочь точно брать не будет. Это может быть лещ. Но вообще, знаете, здесь в последнее время сюда плотва стала хорошая захаживать. Прям доброго размера.
Если сегодня поймаем, будет здорово. Ну нет, это... Это прекрасный подлец. Такой грамм под 300 точно. Хорош. А за окном палатки, вон, смотрите, что происходит. Хотя сегодня будний день, стоит заметить. Рыбаков много. Кто и на мормышку рыбачит, кто-то блеснить даже пробует. Да, все-таки классно, что вот так вот прям можно, считаю, вот с этого дома спуститься, и вот она, река. Здесь можно рыбачить и ловить рыбу. Вот здесь, вот, кстати, можно судака будет попробовать погонять. Там глубина чуть в районе 6 метров. Ну, я на всякий случай взял с собой блеснилку. Может быть, и до этого дела дойдет. Вон, мужик, видите, блеснит. В этом году, кстати, здесь у меня есть фильм, можете выше в подсказке посмотреть. На 8 килограмм мужик дернул щуку. Так что тут трофейная рыба есть. Прямо возле домов. О, вот хорошо. Вот этот загиб. Ого. Вот поперло, так как поперло. Что-то, по-моему, не крупно. Может быть, плотва, кстати. О! Ха-ха. Я же говорю, стала захаживать сюда, это мадам. Прям возле дома плотва. Ну, красота же, а? Ну что, попробую укрупнить насадку. 4 мотыля. На большого леща. Или на крупную мегаплотву. Так, кстати, еще из такого мега интересного. Что-то тут окуней почему-то зимой нету. Хотя летом народ со спиннингом ходит у нас на Оби. Окуня много. Где же он зимой-то? По-любому должен быть. Просто, может быть, капризничает, да? В чем дело? Почему он не берет? А сегодня у нас жижа-то универсальная. Универсальный прикорм на всю рыбу. Чуть позже расскажу рецепт. Не переключайтесь, друзья. Рецепт будет, мягко говоря, необычный. Я бы даже сказал, супер необычный. Вы вряд ли такой где-то видели. Так, ну что, давай сходу. Сходу плотва грамм на 300. Если честно, у меня тут не мотыль совсем стоит. Сейчас расскажу, что за насадка. Надо вытащить. Еще была ставка на плотву. На эту насадку. Ух ты. Нет, ну это... Смотрите, всю леску вымотала. Слушайте, что-то хорошее. Что-то крупное, 100%. Ух, блин, не упустить бы. Неужели это лещ большой? Или ясь, может быть. Что вообще эта насадка, она не совсем на самом деле для леща. Нет, тут хороший подлещик такой. О, какой. Добряк, да? Очень даже добряк. Да, ребят, что касается насадки, вот не было поклевок и поставил вот такую манку. Ну, не буду долго рассказывать, рецепт делается очень просто, даже фильм, наверное, смысла нет про это делать. Но если есть смысл, пишите в комментариях, и сделаю ролик, как сделать такую насадку. В общем, берется манка, берется желток куриный, взбивается это все, ну, до состояния, скажем так, липкого состояния. Вот, добавляется чуть-чуть сахара, чуть-чуть соли, буквально на кончике ножа, и ваниль, ванильный ароматизатор. И получается вот такая вот насадка. Слушайте, сработала по подлещику. Будем, значит, пробовать. Наверное, сейчас на обе удочки поставлю. У меня сейчас на игру была поклевка. Вот такую вот полуокуневую. Плавный подъем, и вот такая вот игра. Кто-то так поднял кивок, ну, кто. Либо плотва, либо подлещик. Вот она. На тесто, друзья мои, точнее на манку. Ух, какая приятная тяжесть, а. Да, сегодня рыбка явно гуляет, явно кушает. Потому что, видите, на игру реагирует. Ой-ой-ой, обычно тут на стоячку ловится. На игру-то, блин, ух ты как, елки-палки, там что-то прям желтое. Фух, блин, адреналин, азарт. Лунку бы завести еще, ну, в принципе, 130-я. Стой. Ах, какой хороший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да вы посмотрите на него.
Грамм на 700, на 800, наверное. Это уже почти лещ. Вот так вот на манку. Охренеть. Неожиданно. Эту насадку вообще просто давным-давно сделана у меня. Лежит в ящике. Решил проверить, пожалуйста. Ну и мормышка вот черная. Может быть и в мормышке тоже дело. Какой добрый. И знаете, самое главное цеплять вот эту насадку лепешкой. Сейчас покажу. Тогда игра получается плавная, тоже может привлекать. Вот. Видите, вот такой вот лепешечка именно мормышку цепляем. Вот, получается плавно-плавно. Мормышка опускается вместе с манкой. И прикол-то еще в том, что манка, она же пылит, да, от нее пыль идет, плюс запах приятный. Вот это все крупную рыбу привлекает. Ну классно, ребята, хорошего подлещика в этом году здесь не ловил. Ну да, грамм 700, я думаю, будет. Не брал я таких в этом году. Красота. Какой же кайф. Ну давай, повтори. Клюнул-то он прямо у дна. Вот, смотрите, опять поднимает килок. У меня только была мысля закормить, но сейчас нет. Пока не надо кормить. Вот так вот. Поперло. Понеслась. Закормили зеленой жижей, нацепили манку и поперло, правда. Без всяких шуток, без громких заголовков, так и есть. И опять нормальная рыба. Блин, подлещиков приятно ловить. О, какой, смотрите. Ну, поменьше, да? Поменьше, ну хороший. Грамм 300 точно будет. А может даже 400. Ну что, повторяем процедуру. Вот лепешка. Лепешка из манки. Вот такая опять. Смотрите-ка, на игру стал брать. Даже, ну, скорее не на игру, на опускание. Прикольно. Ну и поклевки-то на самом деле прям, ну, вялые. Еле-еле килок приподнимает. То есть даже не скажешь, что это крупная рыба. Так обычно мелкий подлещик клюет или плотваня крупная. Ну нет, сегодня так берет хорошая рыба. Опа! Ну какой активный тряс. Прям как на окуня играл. Все, стало брать на игру. Ну да, наверное, из-за того, что солнечный день, солнечные дни, активность у рыбы другая. Ну, это фига он вынырнул. Это, можно сказать, малыш по сегодняшним меркам. Не крупный, но приятный. Ну что, настала пора докормить нашей супер зеленой жижей. Ну и, видимо, скоро я уже вам расскажу всю хитрость, да, что это такое за прикорм. Работает он прекрасно, хоть и воняет, конечно. А может быть, в этом и прикол. Прикол в этой воне. Ну, вот видите, по консистенции немножко не такая жижа, как помните, я в роликах делал. Я рассказывал недавно в одном ролике, можете подсказку лучше посмотреть про жидкую прикормку. Здесь она немножко такая густоватая получается. Но я это сделал, потому что в этом месте течка есть, чтобы подольше на дне держалась. Вот так вот и кормим прям в дно. Вот она на дно оседает, потом начинает взрываться, подниматься. И все это рыбу приманивает. Опа, на опускание. На опускание. Ну вот, корм прекрасно работает. Вторую удочку я поменял немножко. Много пустых поклевок. Там, видимо, немножко грубоватая снасть стоит. Ух ты, хорошая, что-то хорошее. Ух ты. Там я поставил крючок с грузиком, ребята. Вот вы сейчас будете в шоке. Охренеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, какой это уже почти лещ. Вот это, да, зеленая жижа творит чудеса. Смотрите, какой. Ну да, вот это грамм на 600, я думаю, будет. Для зимы, да на мормышку, да на тонкую леску. Ну это вообще просто супер-мега кайф. Я сегодня прям счастлив, ребят. Ну что, по всей видимости, настало все-таки время рассказать про секрет этой зеленой жижи. Смотрите внимательно на экран. В общем, я нашел вчера в своих закромах летний прикорм.
с рыбной мукой. То есть вот у нас, смотрите, на экране вот такая прикормка зеленого цвета. Воняет рыбой, безусловно, просто очень-очень сильно. Вот второй компонент, который я туда добавил, это вот такой вот зеленый чеснок, который страшно пахнет. И еще для верности на терочке натер чеснока, чтобы вонь была просто едкая. И получился такой запах рыбы с чесноком. И знаете, ну, блин, я в этом году здесь таких лещей не ловил. Я не говорю, что дело только в этом, да, но судя по разговорам, я слышу, что ловят рыбаки, и все говорят, что мелкий подлещик клюет. У нас собрался крупный, не сказать, что его дофига, но он есть, он встал. То есть прикорм действительно сработал, зеленая жижа ловит. Ну и продолжаем наблюдение, продолжаем рыбалку. Поклевки вон никуда не деваются, они есть. Вот-вот, поднимает. Да, вот это нежность, конечно. Но стоит отметить, наконец-то на мотыля. То я уж думал, только на тесто сегодня берет. Прям даже странно. Что на мотыля должен ловиться. О, что-то юркая, неужели плотва? Ух ты! Ой, ты стоишь! Та-та-та! Намочил руку, но это того стоило. Ну так вот, перегородили все, перекопали, пришлось мотаться, искать место, где бросить машину. Кое-как там с горем пополам что-то нашел, не знаю, ну, далековато. Кое-как нашел место для парковки, не знаю, будут потом там местные на меня ворчать, не будут. Вот чувак стоит, не знаю, как он будет выезжать. Вот. Ну и из-за этого я потерял времечко. Должен был к 2 приехать, получилось приехал к 3. А вот тут промоины какие-то уже образовались, смотрите. Жесть. Короче, как не рыбалка, так приключения, бляха-муха. Какие люди в Голливуде Вот и без приглашения. Вот этот человек. Человек. Я наконец-то дошел до него, капец, ужас. Что, проблема какая-то была добраться? А там перекопали все нафиг. Я не знаю, как вот тут машина стоит на берегу, я не знаю, они как не выйдут, выбираться. значит. Но утром ничего не было. Ну, трубу большую кладут. Илюха, Пришлось обходить все. ты что будешь? На хищника? А я не знаю, что, как поклевывает, нет? Поклевывает. В принципе, можно вдвоем и сесть. Я пока не знаю. Я сейчас пока отдышусь. Тебе сникерс отдам. Давай. Ты на улице будешь или все-таки ко мне поешь? Пока жарко мне, пока не знаю, что буду. Сейчас я дай маленько отдышусь. В себя приду и... Давай. Что, мужики ловят, нет? Ну, полавливают. Вот здесь вот получается. Тут вот были палатки, тут лунок много свободных, можешь по ним походить на мормышку, если хочешь на улице половить. А чуть за ними вот там судачка полавливали. Ну и в принципе вот там точка метров 30 отсюда, наверное, это метров 6 глубина. Пробуй, на вибу ловили, на синего цвета. А на блесна синего? На блесна не видел, чтобы ловили, на вибу видел. Так понял. Пробуйте. Ладно. Опа, история повторяется. Вот. Под него кивок. Надеюсь, это плотва. Надо вылазить. Хочется выловить эту паразитку, блин. Заставил меня, блин, руки намочить. Руку намочить. И руки. Не, ну это не плотва. Ну, радует, что на мотыля стало, да, брать? А то только тесто. Это даже как-то странно. У нас вон рыбы, смотрите, сколько. Весь угол уже в рыбе. Вот. Слушайте, ну еле-еле поклевка была. Еле заметная, рыба не маленькая. Ну, по крайней мере, поначалу мне так показалось. Посмотрим, кто это, подлещик или все-таки плотва. Ну, мне кажется, подлещик. Просто еле-еле тюкнул. Не, хороший. Какой же он капризный-то, а? Вот он, парень. Смотрите, какой.
достойный. Сейчас покажу его получше. О, вот он. Капризный, глухозимный подлещик. Ну что, клюнет ли он сразу? Так-то он должен стаями ходить, да, хороший подлещик? Вряд ли он одиночный. Ну давай, давай, подними кивок. Сделай красиво это. Маленько мясца подкинуть надо. У меня мотыля много сегодня, мне его не жалко. Все равно надо его потратить. Так часто бывает, только подкинешь, тут же кивок поднимает. Ну что, молодой человек? Здравствуйте. Ловите? А вы верите в Бога? Это секретная информация. Я представитель Oriflame. Масочки, духи, Масочки. может быть, крюмушек для рук. Знаешь, что нельзя в диалоге говорить про политику, про Бога и про любовные отношения. Блин. Психологи так советуют. Да? Угу. Жалко, что нельзя про любовные отношения. Я бы сказал, пал бы я их всех в рот. Короче, поклевывает, но очень капризная рыба. А что у тебя там вверх ногами? Да, это так. Так и должно быть? Так видно лучше. Так задумано? Конечно. Нифига ты баклажан. Че, не клюет, наверное? Да знаешь, клюет то на игру, то у дна, то на мотыля, то на тесто. На тесто лучше берет. Ну не активно, да? Ну нет, активного клёва нету. Что у тебя там за чайный пакетик? Вот я чай пил. Илюха тут на мою удочку поймал, а я все-таки убрал крючок. Крючок с грузом и поставил с 207 леской снасть с очень маленькой мормышкой, потому что сейчас под вечер рыба раскапризничалась. Вообще. Ну все на то же самое тесто клюет. Вот он. Ну кайф же. А у меня сошла. Ну, у тебя сошла, а у меня нет. Да, блядь. Класс. Нравится тебе? Нравится? Скажи, что тебе нравится. 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 Хороший подлещик, хороший. Ну что, дорогие друзья, рыбалку будем завершать. Слушайте, я сегодня действительно получил удовольствие. У меня был выбор поехать на Обское море, поискать там окуня крупного, рискнуть, да, или поехать на городской водоем. И хорошо, что я поехал на городской водоем, потому что неизвестно, что получилось на море. Мы половили, и рыба ловилась здорово. Не знаю, какую оценку за сегодняшнюю рыбалку поставить. Наверное, 5 с плюсом, да? Потому что, смотрите, вот такие вот почти лёни были, да? Вот этот вот самый большой. Да и в целом у меня весь вот этот уголок, который я сегодня сделал, он весь забит. Классно. Такие вот были. Плотва была, кстати, вот. Вот такая покрупнее одна, да? Шикарно, шикарно. Друзья, подписывайтесь на канал, рыбалка такая шикарная получилась. Не забывайте ставить лайки. Ну и комментарии тоже пишите, это помогает нам развивать наш канал. Правильно сказал, развивать наш канал. А не нам развиваться, как я обычно говорю. Всем пока-пока. Всем пока.